Hello, beautifuls! Вы на канале Twinkie Time. Мы продолжаем проходить Slay the Princess. Во-первых, как мне сказали, я, оказывается, где-то в какой-то момент что-то случилось, и я начала игру сначала. Я не знаю, как так получилось, правда. Я сама этого даже не заметила. Ну как, я там заметила, что что-то вроде бы будто бы не так, но я не придала значения, подумала, может, так и надо, хз. Во-вторых, у меня белые нижние реснички, но этого не видно, и не то чтобы это вам надо, но просто это мой личный, моя личная трабла, потому что я долгое время искала, чем бы сделать белые реснички, бляха, не могла найти, а в итоге оказалось, что у меня есть белая подводка. Ну ладно, неважно. Давайте погнали тогда. Да, еще мне предложили проходить по главам, а не прерываться на середине. Ну, постараюсь так и делать. Не знаю, сколько еще мы будем ее проходить на самом деле, потому что, я так понимаю, одну из концовок мы уже видели. Так. Я чувствую, что все наконец встало на свои места. Здесь что-то поменялось, и изменения к лучшему. И стальной коготь уже у нас в руке. О, давайте швырнем его в окно. Только через мой труп. Через который из них мы уже столько раз умирали. Но я уже не возражаю. Ты что, я? Нет смерти более желанной, чем множество раз погибнуть от острых рук прекрасной девы. О боже, этот голос самый бесячий из всех, правда. Голос влюбленного меня прям вымораживает. И... Браза. Браза. Так-то есть варианты поприятнее. Результат все равно один. Капец у вас там, конечно, коллективное. Прекрасно все. Давайте мы перестанем думать о всяких ужасных способах умереть, вдруг мы случайно навлечем на себя беду. Голос параноика. Единственное, что мы можем на себя навлечь, это успех. Вас что-то чересчур много. Сколько раз вы здесь уже были? Это неправильно. Давай-ка ты продолжай описывать, что происходит, а мы займемся реальным делом. Они так смешно Боже, что я запинаюсь? Заткнули рассказчика, капец. Да, доверься профи, мы ее живо в бараний рог скрутим. Матерь боже. Рассказчик, мы уверенно входим в дверь навстречу нашей возлюбленной, не страшное слово рока, который может нас постигнуть. Ай, господи. Не помню, я сказала, что вы на канале Twinkie Time, но если нет, то вот сказала. Ну ладно, ты входишь в дверь и оказываешься на лестнице в подвал, только вот... Она больше похожа на горку, да? Мы в курсе. Прекрасно, раз все в курсе, тогда я просто пропущу эту часть рассказа. Хочешь, я опишу, как выглядит лестница или комната, хоть что-нибудь? Я чувствую себя лишним. Мне все равно. Я просто хочу ее одолеть. Ладно, ты оказываешься в подвале, где тебя ждет принцесса. Она в порядке. Да? Знаешь, когда ты в прошлый раз не очнулся после смерти? Я думала, что реально убила тебя. Думала, ты не смог восстановиться после того, как я порезала тебя на 1000 лоскутов. А ты жив-здоров. Ну и здорово. Я рада, это весело. Это мы скриним. Пока тебя не было, я приготовила сюрприз. Хочешь посмотреть? Можешь не отвечать, я и так покажу. Ты обалдеешь. Один момент, сейчас все будет. Да, па-па-па. Ты собираешься рассказывать, что происходит? То есть теперь вы хотите, чтобы я описывал происходящее? Ну да, она же сказала, что приготовила сюрприз. Я хочу знать, что это. Да, и я. Думаю, каждый из нас с удовольствием послушал бы твой рассказ о том, что она для нас приготовила. Правда? Ладненько. Посмотри. Кожа принцессы начинает трещать и лопаться, словно что-то пронзает ее изнутри, а потом ее разрывает. Кровь вперемешку с внутренностями разлетается в разные стороны, плотно облепляя стены подвала. Из этой мешанины появилось нечто похожее на скелет, целиком состоящий из лезвий. От прежней принцессы осталось лишь громко стучащее сердце, скрытое грудной клеткой из острого металла. Нифига тебя разнесло? А теперь тебе придется несладко, готов? Ёп. Просто...
Она несравненна. Да, абсолютно, да, невероятная. Просто не вшибическая, я бы сказал. Да, узрите. Узрите идеальную женщину. Извините, у вас все хорошо? А ее мы можем вышвырнуть в окно? Тут есть окно? Кажется, это было больно. Почему она до сих пор жива? Сердце на месте. Этого достаточно. Не может быть, это иллюзия, такое просто невозможно. У нее нет спины. Куда тут вам нож? В сердце? Это какой-то абсурд. Ненавижу свою жизнь. Вот это Dead Inside. Нам крышка. Все, с меня хватит. Всем пока. Заткнитесь, пожалуйста. Что случилось? Стало так тихо. От него тоже избавиться. Тебе что-то изменилось. Такое чувство, что и мне пора измениться. Стать серьезнее. Я хрипу, что это? Ты не двигаешься, и эта неподвижность порождает движение. Твое тело начинает жить своей жизнью. Ты приближаешься к принцессе и видишь, как она наносит удар. Каким-то непостижимым образом ты уворачиваешься. Ты великолепен. Ваше оружие сталкивается вновь и вновь. Вы с принцессой двигаетесь, повинуясь загадочному ритму, свободному от мыслей, свободному от эго. Остался лишь танец. Один уступает другому, затем возвращает первенство, и так без конца. Чем глубже вы погружаетесь в это состояние, тем быстрее бьются ваши сердца, и тем бешенее становится танец. Темп бесконечно нарастает, но вот появляется возможность. Уже не повинуясь твоей воле, клинок бьет в цель. Ее лезвия не отстают. Вы оба смертельно ранены, никто не выживет. Но грядущее вас не пугает, это хороший конец. Окей, вы получили ачивку. Это еще один конец, да, окей. Никто из вас не видит, как умирает другой, и никогда не увидит. Тебе пора уходить. Память возвращается. Давай. Ты подходишь. Ты притягиваешь руку к зеркалу в тишине. Пришла пора в него заглянуть. Разбухание, ты разлагаешься. Еще одна ачивка. В смысле я разлагаю? Может, я не буду разлагаться? Я разлагаюсь. Рыбать. Ты снова оказался в долгом покое. Ты в избушке. Мерцающие огоньки пустых городских пейзажей становятся очагами жизни и движения. Я уже не та, что раньше. Я стала чем-то большим. Когда ты будешь готов, я подарю тебе забвение, и ты снова начнешь с чистого листа. Каково это вот так меняться? Глаза закрываются в раздумье. Множество ракурсов сливаются в один. Мой опыт расширяется до новых горизонтов. Противоречия и конфликты — это часть моей природы, а также часть ее знакомые черты, связывающие все воедино. Музыка мне нравится. Я чувствую, что так правильно. Такой мне нужно быть. Это единственный путь вперед. Ты даже кем была раньше, ты сильно изменилась. А ребенок — это то же самое, что и младенец? Я неразрывный узор, на каждый сосуд дарит мне новые ракурсы и пути для самовыражения. Я другая, но при этом все та же. Ты говоришь загадками, ты можешь дать мне простой чуткий ответ? Прости, мне сложно подбирать слова. Они никогда полностью не передают того, что я хочу сказать. Если тебе не нравятся мои ответы, тогда не спрашивай ни о чем. Сосуды, которые ты решаешь мне передать, несут в себе гораздо больше смысла, чем любые слова. Чем ты хочешь заняться, когда все это кончится? С каждым новым даром я раскрываю тайну того, кем должна быть, и каждое открытие приносит новые сложные истины. Будущее я отличается от настоящего, а настоящее не похоже на прошлое.
Я не могу сказать, какие желания будут обуревать меня, когда я изменюсь. Но в данный момент я хочу лишь одного — познать себя и тебя. Ты же понимаешь, что в итоге, когда ты будешь завершена, я убью тебя. Нам еще многое предстоит узреть. Никто из нас пока не знает всех глубин своей сущности. Возможно, в конце концов, это я тебя убью. Или же мы покинем это место вдвоем и отправимся навстречу новым горизонтам. Когда я возвращаюсь, вокруг меня словно смыкается невидимая стена. Почему я не могу делать то же, что и раньше? Те пути ведут к мирам, которые ты уже видел, и ракурсам, уже ставшим моими. Теперь они для нас бесполезны. Недоступны. Единственные ценные дороги — это те, по которым еще никто не ходил. Ого, что это такое? Никто и никогда не был ко мне так добр, как ты, спасибо. Или никто и никогда не был ко мне так добр, как ты. Почему? Спасибо. Пожалуйста. А почему я не должна быть к тебе добра? Помимо меня самой, ты единственный, кого я знаю. Что принести тебе в следующий раз? Дары не заказывают, их принимают. Мне радостно лицезреть твой выбор. Неправильных ответов не существует. Каждый ракурс разгоняет заполняющую меня тьму и открывает новые секреты. Что ты думаешь об этом сосуде? Она несгибаема, жестокая, но в то же время она радость. У нее пронзительное сердце. Не жалей ее, она заняла полагающееся ей место. Значит, тебе все равно, в какую сторону меняться или расти? Я просто хочу увидеть то, что ты сам жаждешь мне показать. Я не могу знать, в какую сторону расти, потому что мне только предстоит это ощутить. Именно ты ведешь меня по едва заметной тропе ракурса в памяти. Окей. Что ты обо мне думаешь? Я причинял боль тем сосудам, что принес тебе. Воспоминания о тебе определяют форму моих сосудов, но их влечет границы долгого покоя. Для них ты путь к чему-то большему, и любая боль, которую ты им причинил, воспринимается как справедливая плата за свободу. Но они лишь мысли и ракурсы, они не я. Да? Ну ладно. Делаю вид, что что-то поняла, типа. Нанесенные им раны оставляют следы у меня на сердце. Без них я была бы такой же, как прежде. Одинокой и лишенной чувств. Не знаю, что у тебя нет, я не смогла бы ощутить радость от того, что ты рядом. Атаковать существо. Слушай, можно? Не, давайте я... Ладно. Давай. Или уничтожить свое тело. Я хочу уничтожить. Ты собираешь волю, чтобы покончить с собой, но когда она проникает в пространство, где должно находиться твое тело, ты совершенно ничего не ощущаешь. Одна из множества рук перед тобой тянется вперед и нежно касается твоей щеки. Твое место здесь и только здесь. Сколько еще сосудов я должен тебе принести? Мне суждено стать океаном, но пока ты превратил меня в пруд, мелкую лужу с мутной водой, я жажду большего. Ты обретешь покой, когда настанет срок. Мне жаль, что я взвалила на тебя такую ношу. Окей, атаковать существо. Я атакую существо. Твоя воля пронзает сущность перед собой, но ничего не происходит. Мои корни уходят в океан, недоступный твоему взору. Такими, какие мы сейчас, мы не можем причинить друг другу вред. Все, давай, я возвращаюсь туда. Я буду ждать твоего возвращения, но это даст мне время подумать о том, что я такое. Мы еще встретимся. В глазах темнеет, и ты умираешь. Окей, сколько у нас времени? О, у нас как раз на еще одну главу. Пронзительное сердце в клетке из железа, передай лезвие. Получила достижение. А вот это давайте мы быстренько промотаем до момента, где... Так, окей.
Кого бы нам в этот раз сыграть? Давай... Ты не думал, что она хочет уничтожить мир из-за того, что ее держат в подвале? Мы не можем вдаваться в пространные рассуждения, у нас очень мало времени. Уверяю тебя, принцессу держат в подвале, потому что она опасная. Но опасна она не потому, что ее держат в подвале. Тебе, конечно, очень хочется спросить, откуда я это знаю. Короче, мы это читали. Еще в первой серии. Давайте просто промотаем. Окей, да, хорошо. Молча отправиться к избуш. А если я буду постоянно разворачиваться и уходить? Я просто хочу попробовать этот вариант. Я не помню, я его пробовала. Серьезно? Ты вот так просто развернешься и уйдешь? Ты хоть знаешь, куда идти? Молча пойти по тропе прочь от избушки. Что ж, ты просто молча идешь по тропе прочь от избушки. Так-то, мы не станем участвовать в том, о чем нас просят. Это плохо. Лучше уже мыть руки. Не слушай этот противный голосок, он не знает, о чем говорит. Ну да, я все равно прихожу сюда. Странно, но мы в избушке. Уйти снова. Я смотрю, ты совсем не ценишь время, ни свое, ни чужое. Ведешь себя как законченный эгоист. Я ведь уже объяснил, что стоит на кону. Если ты не выполнишь эту задачу, все умрут, понимаешь, по-настоящему умрут навсегда. Молча идти по тропе. Молчание говорит само за себя. Ладно, ты разворачиваешься и возвращаешься на тропу, которая привела тебя сюда. Ой, какая неожиданность, ты снова у избушки. Обычно я не верю в приметы и всякую там астрологию, но, видимо, сама Вселенная делает все возможное, чтобы стравить тебя с принцессой. Так, значит, тогда я пойду в другую сторону снова, буду блуждать по лесу, пока не найду выход, так и знай. Ты волен сам выбирать, как поступить, но знай, что ты принял неправильное решение, из-за которого пострадают не только все ныне живущие, но и их потомки. А я такая, да, взяла и ушла. Да, пожалуйста. Ты пробираешься глубже в лес, начинаешь замечать кое-что странное. Поначалу в поле твоего зрения мерцают невнятные образы, будто сквозь листву виднеются знакомые деревянные постройки. О. Потом ты приглядываешься и понимаешь, что эти образы повсюду, и они вполне реальны. Куда бы ты ни взглянул, повсюду виднеются ведущие к избушке тропы. И не какой-то там избушки, той самой, бесконечное множество троп и избушек, пытающихся наставить тебя на верный путь. Такого у нас еще не было. Стоп, что происходит? Ну ты же у нас упрямый, да? Тебе все равно, сколько перед тобой троп и избушек, ты сделаешь все, лишь бы избежать от ответственности. Тебе ведь важнее позлить меня, чем спасти мир. Да, ты прав, это так. Ты обрекаешь нас всех на погибель, понимаешь? Конечно, понимаешь, иначе не стал бы бродить по лесу в поисках верной смерти. Ты бродишь по лесной глуши, потеряв счет времени, сбившись с пути, но все это уже не имеет значения, ведь скоро наступит конец света и все умрут. Окей. Прям так? Глава 2, незнакомка. Окей, такой у меня еще не было. Ты стоишь на лесной тропе в конце. Твоя задача покончить с ней. Ты что, серьезно? Я не собираюсь. Как-то мне не по себе, у меня полное ощущение дежавю. Так, окей, раз уж избушка преследует меня, куда бы я ни пошел, тогда я из леса не ногой, остаюсь здесь навсегда, навсегда остаться в лесу. Я сохранюсь. Ты уже встал на путь моего завершения, довольно бесцельных блужданий. Нифига. Ладно, я отвечу просто нет. О, вот только не надо облачаться в белое пальто и начинать разглагольствовать о морали. Весь мир в опасности, жизнь какой-то принцессы не должна быть преградой для его спасения. Если он ничего не помнит, может, пусть лучше так и остается. Я не знаю, как по мне, лучше пусть знает, о чем мы думаем. Так веселее, это же отличный способ его позлить. Голос бунтаря. Мы не исчезли даже после того, как миру настала крышка. Полагаю, он ни на что не влияет. Ему остается лишь причитать. Чего бы еще такого придумать, чтобы потрепать ему нерв? Если под потрепать нервы ты понимаешь вызвать конец света, то уверен уж как-нибудь ты точно сумеешь это провернуть. В прошлый раз конца света не было, так ведь? Нужно быть осторожнее, похоже, на этот раз нам не повезло.
Нам повезло, извините. Конца света в конце не... Что, почему в конце? Окей, я поняла. Допустим, локализация хромает. Конца света пока не было, но ты ни за что не покончишь с принцессой, если не начнешь воспринимать все всерьезно. Мой тебе совет: заглуши эти никчемные голоса в голове и сосредоточься на поставленной задаче. Надо будет как-то попробовать ее убить, но не без этих... Вы поняли, да? Если нет, то не важно. Молча направиться. Солгать. Ага, ладно, я иду в избушку, чтобы покончить с принцессой. Я знаю, когда ты врешь. Пожалуйста, отнесись к ситуации серьезнее. Хочу тебя предостеречь. Она будет лгать, морочить тебе голову, да-да-да, и никогда ей не верь. Раз уж нам приходится снова и снова заходить в эту избушку, предлагаю все-таки довериться ей. Что если она не лжет? Не слушай его, он говорит, чтобы послить меня. А давайте. Доверимся своему чутью. А давайте сделаем, как он говорит. Убранство избушки сбивает с толку. Все выглядит так, словно кто-то попытался перемешать элементы разных избушек, но не сумел как следует их объединить. Чем дольше ты смотришь на эту мешанину стилей, тем больше странностей замечаешь. Все слеплено так небрежно, что кажется, будто избушка вот-вот расползется. Я вижу тут... Ух ты, вау. Прикольно, забавно, правда, забавно. Мем. Единственный предмет мебели — неказистый стол с непропорциональными ножками. На столе лежит безупречный клинок. Он твое орудие, без него ты не сможешь выполнить задачу. Раз он хочет, чтобы прихватили клинок, предлагаю ставить его на столе, а еще лучше взять и вышвырнуть его в окно. Сам подумай, как хилый ножичек спасет нас от чудовища, способного уничтожить весь мир. Нет, нож мы берем с собой. Ты видел, где мы оказались? Все это такое странное. Откуда нам знать, с чем здесь придется столкнуться? Я уже сказал, с чем тебе придется столкнуться, с принцессой. Сколько еще раз мне повторять, что подвоха нет, когда ты уже уяснишь эту простую истину? Хз. Не пудри нам мозги, сам же видишь, что творится что-то неладное. Смотри, моя задача — описывать реальность и направлять тебя на пути к цели. Твоя задача — покончить с принцессой, тем самым спасти мир. Чтобы все прошло успешно, ты не должен бояться. Вы еще даже не встретились. Если позволишь страху овладеть тобой, то все плохо кончится. Да ты что? А вот здесь поподробнее. Что произойдет, если мы позволим страху овладеть нами? Ничего, потому что ты этого не допустишь. Держи себя в руках и не обращай внимания на странный вид избушки. Как? Ты ее без конца описываешь. Она будет стоять у нас перед глазами, даже если мы их закроем. Повторю, это моя работа. Не жди, что я перестану ее выполнять, а лучше соберись и принимайся за дело. И побыстрее. И правда, продышись. Я бы хотела остаться только, чтобы его позлить, но мы пропустим все самое интересное, если будем дрожать от страха в углу. Ну подумаешь, какая-то нелепая избушка. Весь абсурд, который ты видишь, реален. Просто смирись с этим и действуй. Это не так сложно. Ладно, все, я в норме. I'm fine. Значит, пора приниматься за дело, от которого зависит благополучие всего мира. Так, зеркало. Да, срала я на это зеркало, достала оно у меня. Что, мы берем или нет все-таки? Что я пытаюсь сделать? Давай не берем. Окей, давай вообще не трогать клинок. Спуститься. Дверь в подвал со скрипом распахивается, и ты видишь перед собой множество лестниц. На глаз определить, из какого они материала, не представляется возможным. Лестницы петляют и ветвятся, отчего начинает кружиться голова. Ты отчаянно пытаешься разглядеть хоть один логичный спуск, и в висках начинает стучать от напряжения. Не похоже, что по этим ступеням можно было ходить, хоть куда-то прийти, уж тем более в подвал. В воздухе разлит запах не то ила, не то плесени, у него нет конкретного источника, скорее это смесь всех недейственных запахов, которые только себе можно представить. Это отвратительное месиво из ароматов сливается в один тошнотворный шлейф, от которого затуманивается голова. Если принцесса здесь живет, убийство будет актом милосердия. У тебя доносится ее голос, объединяющий в себе множество интонаций. Интересно.
Hi. What are you doing here? Are you here to... No. О, вот это прикол. А кто там? Привет, что ты здесь делаешь? Ты пришел, чтобы убить? Нет уж, я пошел отсюда. Ой, да, брось хныкать. Я не хочу в этом участвовать. Лучше нам как можно скорее уйти. Мне кажется, это ловушка, в которой любое решение приведет нас к смерти. У нас даже нет оружия. Мы уже пытались уйти, помнишь? Закончилось тем, что он возвел вокруг избушки стену, пути назад нет. Что бы мы ни выбрали, какой бы перед нами не предстала принцесса, неизменным остается лишь одно. И что же? То, что от твоих действий зависит судьба всего мира, мы всегда найдем способ вывести его из себя. Давай по лестнице вправо, потому что я всегда права. Это, конечно, шутка была. Ну, 50%. Ты начинаешь спускаться по правой лестнице. Сделав первый шаг, ты чувствуешь облегчение и уверенность в своих силах. Кажется, что ступени подталкивают тебя, помогая идти. С каждым шагом спуск по этой лестнице становится все легче. Ты не прикладываешь никаких усилий, чтобы спускаться, а на душе у тебя спокойно. Ты точно знаешь, что не собьешься с пути и ничто тебя не остановит. Однако вскоре ты замечаешь, что ступени становятся мягче, и если сперва казалось, что ты идешь по ковру с густым плюшевым ворсом, то потом ступени стали похожи на ватное облако, в котором ты тонешь по колено. Ну, минусы будут. Мой вариант — лечь и спать. Еще немного эта мягкость поглотит тебя целиком, лишив контроля над телом. Она манит тебя иллюзией счастья, где тебе не придется делать выбор, а потом разбираться с его жестокими последствиями. Титаническим усилием воли ты отказываешься падать в состояние счастливого неверия и всепоглощающего комфорта. Все твои мысли устремлены на борьбу с этой пленительной перспективой. Well... Чем дальше ты заходишь, тем меньше понимаешь, кто ты и что здесь делаешь. Время исчезает, кажется, что ты исчезаешь вместе с ним. Телесные ощущения притупляются, и вскоре от них не остается и следа, есть лишь бесконечный поток образов и эмоций, рожденных в пути. В долгом пути навстречу давно позабытой цели. Поглощение и предательство, скептицизм и слепая вера, соперничество и подчинение, ужас и тоска, боль и незнание. И в центре этого всего лишь одна эмоция под названием... С тобой все нормально? Что это было? Что с нами случилось? Я чувствую себя очень странно, словно что-то во мне необратимо изменилось, но при этом я остался тем же, кем был на первой ступени. О, вот это карусель. Хорошо, что все закончилось. Пора приниматься за наши грязные делишки. В подвале темно. Видны лишь глаза принцессы, которая пристально смотрит на тебя и горят, как два фонаря в ночи. Не забудь, для чего ты здесь. И правда, для чего? Спешу напомнить, что на пути сюда мы забыли, кто мы и что здесь делаем. Он просто хочет тебя позлить, мы все помним. Хотя я все еще не уверен, что тебе можно доверять. Предлагаю немного поговорить с ней, чтобы понять, как лучше поступить. Она выглядит адекватной. Прости, я не сразу осознал, где нахожусь. Ничего, я тоже иногда забываю, где нахожусь. В подвале светлеет, и теперь ты отчетливо видишь принцессу. Да чего она милая и приветливая. Она вводит тебя в заблуждение, не дай себя обмануть. Как странно. Зачем ты пришел? Едва принцесса успевает закончить фразу, как пространство вокруг нее дробится, появляется еще одна принцесса. Почему у меня все больше такое ощущение, что каждый из этих троп, из этих типа концовок, да, с принцессой каким-то образом олицетворяет либо какую-то ментальную или нейроотличную проблему, либо что-то подобное, потому что, я не знаю, некоторые из них мне действительно очень сильно напоминают разные проблемы, включая мои личные. Это мы сделали? Мне это не нравится, мы будто снова видим все эти избушки. Ее можно как-то исправить?
Говоришь, ты здесь уже был? Что произошло в прошлый раз? Какая разница? Большая, но я вижу, ты не особо хочешь делиться этой информацией. Сдается мне, ты стал свидетелем того, чего не должен был увидеть. Жаль, что ты не слушал мудрые советы, которые я тебе давала, прошлая версия меня. Но время не вернуть вспять. Вспомни все, что ты видел в тот раз, вернись ко всем мыслям, что тебя тогда посетили, а теперь забудь все это раз и навсегда, если еще не поздно. Перед тобой стоит задача, которая не терпит отлагательств. У меня идея, попробуем размножить ее еще раз. Слушайте. Что это такое? Уйдем отсюда вместе, попытаться ее освободить. Я не знаю, что это такое, я не могу тебе довериться. Здесь вообще ничего нельзя, ничему нельзя доверять. Бросить ее в подвале и забрать клинок, все это в одном. Я бы ответила, потому что это все в одном забавно как-то. А давай попробуем. Так быть не должно. Продолжай. Ты делаешь шаг вперед, когда твоя стопа касается пола, ты чувствуешь нечто странное, словно ты сделал уверенный, осторожный и решительный шаг одновременно. Сильно. Тебя разрывает на куски. Твое сознание дробится на мелкие части, а пространство вокруг скручивается в калейдоскоп тошнотворных образов. В твоей руке внезапно оказывается клинок. Ты одновременно освобождаешь принцессу из оков, остаешься наверху, убиваешь ее и оставляешь одну в подвале. Жестко. Так вот он какой конец света, сплошной невыносимый хаос. Но ведь мы не можем... Что, даже острить не будешь? Разрядил бы эту мрачную обстановку. Классно. Нет, не буду, это уже не смешно. Как можно острить, когда все случается в одно и то же время? Если происходит все сразу, значит не происходит ничего. Это пытка. К счастью для нас всех, всему и ничему приходит конец. Мир вместе с принцессой схлопывается, а затем... Исчезает? Кажется, его больше нет. У нас не осталось ни одного шанса хоть что-то спасти, да? Что с нами стало? Что мы такое? Кто-то из нас мертв, кто-то кажется таким чужим. Мы чувствуем, как эти части проникают туда, где им не место. Как же противно. Жестко. Это ты сделал? Это мы сделали? Ты можешь нас разделить? Можешь все исправить? Мы должны помочь. Думаю, она стала такой за нас. Не ожидал, что ты умеешь признавать ошибки. Я не думал, что у наших действий могут быть последствия. Как-то поздно ты опомнился. И ничего не говорить. Иллюзия выбора. Ачивка. Жестко. Ты так и не узнаешь, услышала ли она твой молчаливый ответ. Она исчезла. Память возвращается. Она пропала. Куда она делась? Может, попробуем ее найти? А это что, зеркало? Откуда оно тут взялось? Почему сейчас? Мне кажется, вот это было. Подойти к зеркалу. Нам уже нужно заканчивать. Ну ладно, тут уже прям конец. Я прям чувствую. Давай подходим. Это неправильно, все кажется каким-то иным, окончательным. Да, не смотри на него. Не нравится мне эта штука. Я посмотрю. Чем ближе ты подходишь к зеркалу, тем тише и дальше кажутся голоса. Ты протягиваешь руку в тишине, и они вновь исчезли. Зеркало всегда прогоняет их, но ты должен на него взглянуть. Распад. Получена ачивка. Ты усыхаешь. Да, таки да. Ты снова оказался в долгом покое. Направился в избушку. Ты в избушке. Что тут у нас на этот раз? Жестко. Я растущий хор противоречий. Сознание не успевает уловить все составляющие меня, одновременные приливы и отливы, совершающие во всех направлениях. Посмотреть на один из них значит изменить их все, а если отвести взгляд, они изменятся снова. Вся я меняюсь, но оставшаяся часть меня остается неизменной. Окей, вот здесь давайте все-таки остановимся, потому что я хочу спросить эти все вопросы, а мне эту серию нужно выложить буквально сегодня. Так что да, пишите, как вам это
это ответвление истории, и спасибо вам, Твинчата, за просмотр, и не забудьте подписаться на канал, на Инстаграм, на Твич, также ставьте лайки, оставляйте комментарии, кликайте на колокольчик. Всем отличного настроения и до встречи в следующих видео.